Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Начинаем наши эфиры. У нас сегодня в гостях Сергей Корсунский, известнейший украинский дипломат, бывший посол Украины в Японии. И мы сегодня поговорим о кризисе мировой системе, ну и вообще о многих интересных вещах поговорим. Сергей, добрый вечер у вас уже. Добрый вечер. Да, мы начинаем тут таких в кризисных условиях. В Киеве свет в половине Киева света лет, все с перебоями, поэтому у нас такой, немножко мы задержались. И о чем я хотел поговорить? Мы с вами предварительно проговаривали о том, что вы обратили внимание, как и я, на то, что Германия, Израиль и Кипр выстраивают такой региональный союз на базе газа. То есть все хорошо знаете, что есть месторождение Левиафан в Средиземном море и ряд еще других газовых месторождений. И, собственно, Германия, которая оказалась в тяжелой ситуации после того, как была отрезана от сырья газового из России и потеряла рынки российские и получила ограничения на рынке США, Китая, она оказалась, как мы знаем, в кризисной ситуации, которая пока идет по нарастающей. И, собственно, Германия начинает искать выходы из этой ситуации, которые ее подталкивают жесткие внешние обстоятельства. И, наверное, это та формула, скажем так, проблем, которые многие страны заставляет просто радикально вообще пересмотреть свои внешнеполитические стратегии, пересмотреть свои подходы к взаимодействию со Штатами, к взаимодействию с другими странами. Потому что можно констатировать, наверное, вот мы с этого начнем, что 25-й год изменил, если не все, то последние иллюзии, которые были относительно того, что миропорядок рухнул, Трамп вот их своей метлой просто снес. И, собственно, вот в этой логике поиска новой устойчивости, потому что тут даже вопрос идет не о том, чтобы что-то приобрести, а прежде всего, чтобы не потерять то, что имеешь, особенно для развитых стран, которые привыкли к вот этой вот устойчивости, сформировавшейся в Ялте и Потсдаме по итогам Второй мировой войны. А для стран развивающихся ситуация еще трэшевее, потому что многие из них зависят от какой-нибудь там монопродукции, которую экспортируют там, или нескольких видов сырья. И, соответственно, любое изменение конъюнктуры просто является такой торпедой, которая их опрокидывает. Вот. И соответственно, начинается поиск вот этой архитектуры, которая позволяет той или иной стране получить устойчивость и найти свое место под солнцем вот в этом мире, где homus homini lupus est, человек человеку волк, вот, и все воюют против всех. И, наверное, базовой рамкой вот этого мира, в котором еще непонятен, какой миропорядок складывается, я думаю, про сценарий мы поговорим, является вот эта вот рамочная стратегия, национальная стратегия безопасности, которую команда Трампа представила недавно, и которая, по сути, является оформлением всех тех противоречивых зигзагов, которые мы наблюдали за этот год, уходящие со стороны США. Но в то же время там есть своя логика, которая показывает, что время таких идеалистических конструкций ушло в прошлом, пришло время гиперреализма, реалполитик в духе конца 19 века империй, Теодора Рузвельта, вот, который Трампу, кстати, тоже нравится. И соответственно, в общем-то, понимание того, куда ветер дует, потому что ветер постоянно меняется. Поэтому, наверное, начнем вот с первого базового вопроса. Вот как вы оцениваете вот эту вот стратегию национальной безопасности США? Вот что вы в ней видите? Спасибо, во-первых, за приглашение. На самом деле тема чрезвычайной важности. И мы, если говорим о каком-либо будущем, коротком, длинном, среднем, то мы вынуждены констатировать, что
тот новый мировой порядок, о приходе которого мы уже говорили какое-то время, он наступил фактически. То есть это произошло значительно быстрее, чем мы ожидали. И мы вступаем в 26-й год уже с четким пониманием, что мир теперь управляется двумя центрами, два гегемона, США и Китай. И это противостояние будет продолжаться в обозримой перспективе. Разница между тем, что мы сейчас видим, и тем, что было когда-то во времена Холодной войны, когда тоже казалось, что есть два гегемона США и СССР, она очень серьезная. И прежде всего она связана с тем, что оно больше не идеологическое, больше не противостоит либеральный мировой порядок коммунизму. Коммунизм другой в Китае, чем он был в СССР. Коммунизм с китайскими особенностями, как мы знаем, который позволил Китаю стать суперэкономикой мира. А Соединенные Штаты больше не представляют коллективный Запад. Вот что интересно. И поэтому мы вынуждены уделять внимание такое. Мы и раньше, в общем, конечно же, следили за их стратегиями. Но и то, что сейчас мы увидели, это также очень важно, потому что мы понимаем, что теперь фактически мы видим другую конструкцию по сравнению с тем, которая была во времена Холодной войны и предшествовала распаду СССР. Мы видим, что есть две сверхдержавы, ни одна из них не имеет такого пояса, который бы, как когда-то США имела НАТО, а Советский Союз Варшавский договор. Китай не имеет никакого подобия, а роль США в НАТО, как мы знаем, сегодня сводится к тому, что давайте 5% ВВП и сами себя защищайте. Мне кажется, что вот эта стратегия, которую они приняли, она как раз отражает вот эту суровую реальность и желание Соединенных Штатов убрать себя из мира, который, как они считают, все это время наживался на Соединенных Штатах, что, конечно же, не соответствует действительности, но это их точка зрения, мы ее изменить не можем. Поэтому та конструкция, которую они видят, она заключается в следующем, что больше мы не собираемся навязывать никому ничего, мы имеем наши национальные интересы, и мы хотим, чтобы вы все остальные четко понимали, что мы будем их достигать фактически в одностороннем порядке, и нам все равно, что думают международные институции, нам все равно, какая ваша точка зрения. Если нам нужно блокировать Венесуэлу, мы будем ее блокировать. Если нам нужно шандарахнуть по Нигерии, мы шандарахнем. Если нам нужно, значит, какие-то вопросы решить в Азии, мы будем их решать. Вот примерно так это выглядит, если упростить все это дело с красивого такого правильного английского языка на понятийный. С другой стороны, мы видим, что и Китай наделал глупостей немыслимых, в частности, раздул антияпонскую пропаганду до космических масштабов, за что поплатился. И сегодня уже факт, что Япония приняла беспрецедентный военный бюджет, который фактически на 2 года раньше обещанного приблизил 2% ВВП, и уже заявлены конкретные программы перевооружений, которые касаются новых ракет и своих, и закупки американских, и антидроновой, точнее дроновой системы защиты многоуровневой, и подводные лодки, и военно-морской флот, это в первую очередь, плюс авиация. То есть вы видели перед собой страну, которая 80 лет проводила ортодоксальную мирную политику. Вы добились того, что она от этой политики отказалась. Получите. Что Соединенные Штаты получат взамен? Они тоже, к сожалению, увидят массу неприятностей. Вопрос просто в том, когда эти неприятности возникнут и в каком виде. Но они обязательно будут, потому что такая конструкция, она не является сбалансированной. Потому что под этими двумя странами находится огромное количество средних
государств, а еще ниже туча государств региональных, как это называется в классике международных отношений. Есть middle powers, есть regional powers. Вот это теперь конструкция, в которой каша, в которой мы должны увидеть выстраивание отношений. Вот то, чего отсутствует, это выстраивание отношений. Мгм. Вот то, что вы говорите по поводу Японии, это, ну, это по сути говорит о том, что японцы уже поняли, что американцы постольку поскольку как бы там в регионе, и если что, они останутся один на один. И, собственно говоря, нужно ковать свои региональные союзы. Точно так же, как и Германия. Германия абсолютно стоит перед такой же дилеммой, потому что и у Германии, и у Японии осевой осью их безопасности были отношения со Штатами. И, соответственно, нет доверия к ним теперь. Тут мне говорили вот на одном из прошлых эфиров, ну вот проиграет как бы Трамп, там, или проиграют республиканцы, придут демократы, и все можно отыграть. Но мне кажется, что уже невозможно ничего отыграть назад. Я думаю, что, к сожалению, эти изменения, они колоссальны на самом деле. Да, но я вернусь, вы абсолютно правильно заметили. Это то, что мы должны принять как данность, что именно Германия в Европе и Япония в Азии – это две страны, которые после Второй мировой понесли, так сказать, всю нагрузку вины за то, что происходило в это время, хотя в Японии не было фашизма и нацизма, но был милитаризм, и они, конечно, накуролесили. Но потом обе страны предпринимали гигантские усилия к тому, чтобы быть положительным примером для других. И Германия, мы знаем это отлично, была, ну она и остается на сегодняшний день таким энерджайзером Европейского Союза, главным двигателем и спонсором. Так же, как Япония является одним из основных тех стран, кто помогает другим в регионе, предоставляет помощь. Обе эти страны сейчас свою политику поменяли. Одна, потому что Россия в Европе, другая, потому что Китай, Россия, Северная Корея в Азии. То есть вы разбудили две страны, которые очень хорошие традиции производства отличного оружия, стратегического планирования и очень тщательной организации военного дела. Мы же это понимаем, что в генах немцев это веками сидело. Это же не просто при Гитлере. Они и до этого, слава богу, как бы были таким не слабым звеном в Европе. Вот они фактически вернулись. Идеологии, слава богу, фашизма больше нет. Но понимание того, что безопасность прежде всего в своих руках, она есть. Вот это то, что я и говорю. Теперь надо выстраивать отношения, потому что не совсем понятно, как и будут строиться взаимоотношения с США. США сказали Европе, что она должна готовиться втихаря, насколько это было, значит, сообщено в различных таких заслуживающих доверия источников, что они втихаря сказали Европе, что вы готовьтесь, 27 год мы выводим обычное вооружение, американские части, мы выводим из Европы. Выводим из Европы, это выводим из Германии. Значит, ядерный зонтик они вроде бы как бы оставляют, а вот обычные подразделения вооруженных сил США не выводят. То же самое идет дискуссия в Азии, где и какой должен быть контингент. И на определенном этапе в этом году еще звучало, что в Корее нужно сократить контингент, например. Про Японию речи не было, но японцы очень хорошо поняли месседж. Они поняли, что даже если Соединенные Штаты будут придерживаться своих обязательств по защите, достаточно длительное время в результате, в случае атаки, Япония должна будет сама отстаивать свой суверенитет, свою территорию. И поэтому они, не откладывая ни одного дня, как только Такеичи стала премьер-министром, я это знаю абсолютно точно, они работают над очень серьезными стратегическими планами многоуровневой и такой эшелонированной обороны, особенно воздушных и морских рубежей, естественно, потому что для Японии это просто жизненно важно. Морская блокада Японии будет означать ее удушение. Поэтому речь идет о том, что боевые действия должны вестись на расстоянии не в 200
там, миль или километров от берега, а в 1000. И потому что они понимают, что все, что не допустят ближе, это уже дальше будут дроны, это будет такая атака с участием десантирования, и это все очень плохо. Поэтому нужно держать любого агрессора на расстоянии в 1000 километров. И это, как вы понимаете, совсем другая история. Нужны соответствующие ракеты, нужна соответствующая радиолокация, и должны быть, конечно, и дроны, и авиация, которая может на таком расстоянии поражать соперника. И это, понимаете, это, я вам могу сказать, 5 лет я в Японии. Я вот последних 3 месяца просто не веришь своим глазам. Раньше они об этом говорили тихо, спокойно. Сейчас это мейнстрим политики. И при этом, внимание, Такаичи пользуется поддержкой 92% молодых японцев. Это вообще неслыханно. Да. Смотрите, тогда из этого вытекает следующее. Если стратегия безопасности Японии становится по-настоящему глобальной, потому что они теперь вынуждены думать о том, как хеджировать риски, связанные с их зависимостью от рынков сбыта их продукции, от доступа к сырью и так далее, вот, то это означает, что, например, по тому же Тайваню они не могут отпустить ситуацию на самотек, надеяться только на добрую волю США, что они там будут защищать, тем более, что, исходя из того, что вы говорите, они все выглядит так, что они отходят. Если они скорее будут выводить войска, если Япония будет выводить войска, то, собственно говоря, кто будет, кроме филиппинцев доверчивых, и то я сомневаюсь, что там есть доверчивость, верить в то, что в самый последний момент там американцы не начнут торги с Китаем в духе, как сейчас идут с Россией, и Тайвань не останется один на один. А для Японии в этой логике уход Тайваня под китайское крыло, это просто огромнейший вызов по стратегическим коммуникациям, потому что фактически все их перевозки морские будут, в том числе, будут очень серьезно находиться теперь под влиянием Китая. Вот. Вот, Юрий, смотрите, действительно, пример Японии, то, что происходит в Азии, он для нас очень характерен. Это то, что мы увидим в мире очень скоро, это формирование региональных альянсов безопасности, которые, все уже понимают, что НАТО, оно, во-первых, сконцентрировано исключительно на Европе, во-вторых, оно, просто недееспособно. Посмотрите, что творит Венгрия в ЕС. И представьте себе, если она будет примерно то же самое творить НАТО. Если все решения принимаются консенсусом и нет гегемона, который всех стукнет, лопатой по башке и скажет так и делать, то НАТО не сможет оперативно реагировать. У них нет своих вооруженных сил. То есть это должны отдельные страны принимать какие-то решения и так далее. То же самое примерно в Азии. В Азии нету НАТО. Но есть несколько стран, которые очень хорошо понимают, что происходит. Поэтому Япония с Австралией и с Южной Кореей будет строить обязательно, если это не оборонный союз, то во всяком случае это будет теснейшее взаимодействие в области вооруженных сил, безопасности. И что касательно Тайваня, во-первых, уже предпринимаются меры. Есть такой остров Янагуни. Это остров, самый-самый южный остров из всех японских островов, который находится 110 миль от Тайваня. Там уже построена военная база, и там размещены ракеты, противокорабельные ракеты, которые призваны как раз встречать, если будет первая, так сказать, линия обороны, если будет какая-то попытка блокировки Тайваньского пролива. И самое главное, вы правильно, абсолютно, это линия коммуникаций. Но еще, кроме всего прочего, это, если посмотреть внимательно на карту, то захват Тайваня будет означать фактическую блокировку Южно-Китайского моря. Южно-Китайское море – это 50% торговли ЕС, это вообще половина мирового трафика нефти, газа и товаров. И, конечно, навигация в Южно-Китайском море, именно за нее воюет Китай с Филиппинами, за эти несчастные там атоллы, Парацельсы и так далее. И если посмотреть опять же на карту, то если это признать китайской территорией, они фактически шлагбаумом перекрывают территориальные воды, это их территориальные воды, если это все признать, то они просто перекрывают Южно-Китайское море.
Тайвань это такой бастион, который взять реально тяжело. И об этом говорят военные специалисты, что они думают, китайцы, что это так легко. На самом деле ничего подобного. Тайвань, его география, так сказать, его берега так устроены, что вы не можете там организовать простую высадку десанта. Нужны огромные силы, и Тайвань сам по себе очень хорошо вооружен. И сейчас, вы знаете, ему США продали очередную партию оружия. Это же не случайно. Сейчас, буквально вот сегодня, там находится очередной член парламента Японии, бывший министр Таро Коно. Я его очень хорошо знаю. Он был в прошлом и министром обороны, и министром цифровизации. Это влиятельный политик из правящей партии. А перед этим там был еще один бывший министр. И сейчас поток идет из Японии членов парламента, влиятельных политиков, которые посещают Тайвань. Это все не случайно. Идет серьезная координация того, что делать в регионе, если вдруг Соединенные Штаты запоздают. Я не думаю, что они откажутся от поддержки и уйдут совсем из региона. Потому что для Соединенных Штатов, вы знаете же эту концепцию Соединенных Штатов, мы непотопляемый авианосец. Вся Америка плавает в океане с двух сторон. У нас один Атлантический, другой Тихий, и вы до нас просто не доплывете. Мы вас потопим. Но если с Атлантической стороны есть еще как бы целая НАТО между ними и врагами, то со стороны Тихого океана нет ничего, кроме Японии и нескольких островов, островных государств, на которых расположены военные базы США. Поэтому падение Японии или блокировка Японии и падение этих маленьких государств, часть из которых поддерживает дипломатические отношения с Тайванем, кстати, как Палау, так это просто Китай выходит в Тихий океан. Это значит, что до США у него больше нет препятствий. И это серьезная очень угроза, они не хотят этого допустить, и поэтому я думаю, что если из 3 приоритетов США какой-либо останется, то это будет как раз Восточная Азия. Но для нас с вами это вопрос о том, это так же, как мы можем посмотреть на другие примеры, вы уже вспомнили об Израиле, есть много других примеров очень важных, когда средние и малые страны находят способы обеспечивать свою безопасность не в одиночку, а в союзах, но в союзах с теми, кто реально заинтересован в том, чтобы такую безопасность совместными усилиями обеспечивать, а не просто какие-то формальные бумаги подписывать. Так вот, в Азии мы как раз это наблюдаем, и я уверен, что в ближайшее время, то есть в следующем году, мы увидим формализацию договоров о взаимной военной помощи между Японией, Кореей, возможно, Филиппинами и уж точно Австралией. Практически нет другого выхода. Квад, который американцы растили, теперь, как мы понимаем, сильно не работает из-за того, что Трамп, как бы вы знаете, 50% на Индию, тарифы и обнимашки, поцелунки Моди с Путиным уже даже как-то несерьезно обсуждать, потому что это позор, позор, позор. Вот. Но Индия, как бы, хоть она и противовес Китаю, но будет ли она серьезным участником архитектуры безопасности, у меня есть лично большие сомнения. Угу. Смотрите, вот у Трампа там в этой стратегии очень четко как бы говорится о том, что ключевой приоритет это вот западное полушарие, закрыть западное полушарие, вот там новая доктрина Монро, но при этом эта доктрина Монро специфическая, потому что если в той доктрине Монро, ну, Штаты просто действительно как бы говорили, что это наш задний двор, а мы там на остальное особо не претендуем, потому что у них еще не было в тот момент таких возможностей. И желания даже, пожалуй, там, это уже только при Рузвельте они начали такую, как бы, уже экспансию полноценную. Да. Вот. То сейчас мы видим, что как бы здесь другой подход. То есть они говорят, западное полушарие это наш задний двор, мы не хотим, чтобы там Китай, там, Иран, Россия резвились, то есть здесь только все с нами согласовывать.
А вот в Евразии у нас там есть вот союзники, с которыми мы выстраиваем отношения специфическим образом, потому что хорошо, чтобы это союзники были богатые, способные о своей безопасности позаботиться, а мы вот где-то там в гиперпространстве как бы баражируем, и если что, там разведданные подбросим, там, или может быть ядерный удар, там, если уже совсем все будет плохо, бог весть там, как оно будет, но на самом деле, если вот так вот посмотреть цинично, как бы прагматично, то все выглядит таким образом, что Штаты просто хотят закрыть западное полушарие для того, чтобы те ресурсы, которые там есть, обеспечили им вот переход в следующий технологический уклад, потому что у них будет их вполне достаточно для того, чтобы не зависеть от того хаоса, который разворачивается в Евразии. А, собственно говоря, хаос в Евразии является такой формой, как бы частью стратегии, когда они остаются на коне, потому что, очевидно, если там Япония, Китай сцепятся, там, или Германия, Россия сцепятся, там, или в каких-то конфигурациях там, Индия с Китаем, там, страны залива с Ираном, там, допустим, и так далее. То есть, условно говоря, если Евразия заполыхает, то пока пройдет какое-то время на то, чтобы ситуация стабилизировалась. А Штаты тем временем могут решить вопрос своего внутреннего переформатирования. Собственно, Джордж Фридман об этом писал там, в свое время, в своей последней книге, там, да, когда рассматривал кризис, этот политический кризис в Штатах. Для того, чтобы потом уже, так говорят, на коне заходить опять вот в роли миротворца, как это было там во время Первой мировой войны, потом Второй мировой войны. И тем самым цинично получается, что они по большому счету заинтересованы в конфликте, то есть в конфликтах в Евразии, потому что это позволяет им при минимизации расходов на оборону, с другой стороны, все равно находясь как бы в стороне от схватки, потом в нее входить уже в привычной роли разруливателя и наиболее такого сильного игрока, который имеет возможность сохранить свое место в мировой системе в качестве гегемона. Потому что до этого, как мы знаем, там, на протяжении последних 500 лет, гегемон всегда менялся. То есть там сначала была там Испания, условно, Габсбурги, как бы, да, потом Нидерланды, потом Британия, потом Штаты. И они всегда всегда был базовый конфликт с той страной, которая претендовала на гегемонию. Будь то Франция, если это там смотреть период борьбы между Великобританией и Францией 18-19 век, будь то Германия, между Великобританией и Германией, которые на самом деле как бы проложили дорогу в этом конфликте с Соединенным Штатом. Вот. Но здесь вот у Штатов может быть такая конфигурация, когда если конфликты в Евразии будут настолько серьезные и глубоки, что они останутся на коне, потому что вот они, вовремя отойдя от этого всего болота, в которое сейчас Евразия превращается, они могут сохранить ресурсы и потом вот попытаться вернуться. Вот как вы смотрите на такой подход? Это один из сценариев, который как бы в истории мы как бы знаем, он уже был. Когда они не хотели в одну войну вмешиваться, а потом во вторую вмешиваться. Потом все равно вмешивались. И, конечно, они имели свой кусок прибыли от этого. Мы это прекрасно понимаем. Особенно Вторая мировая закончилась Бреттон-Вудскими институциями, долларом как мировой валютой и фактически превращением мира вот в такой западноцентричный с Америкой во главе. То есть они, на самом деле, это же неправильная концепция, что все остальные поживились. Столько, сколько поживились Соединенные Штаты, значит, это трудно даже представить. Идея о том, что если она у них существует, она присутствует в концепции, да, типа две Америки это наши, поэтому из Венесуэлы мы еще выбьем, еще Куба что-то непонятное там, но у них, наверное, тоже есть идеи по этому поводу. Но мы, значит, зачистим там территорию, это будет наша территория, а вы там себе делаете, что хотите. Но проблема заключается в том, что все предыдущие концепции были до того, как доллар стал мировой валютой. И сегодня ситуация совсем другая. Если доллар перестанет быть средством международных расчетов международной торговли, а вывод США из мира и концентрация и самоизоляция на двух Америках, то это приведет к тому, что Соединенные Штаты не смогут экономически существовать, потому что кто будет оплачивать их долг, кто будет покупать
облигации казначейства. Кто будет держать свои, так сказать, резервы в долларах. Значит, кто-то заменит. Если кто-то заменит, это серьезнейшим образом изменит мировую конфигурацию, потому что тогда все логистические цепочки, торговые маршруты, все будет перестроено. Они, по-видимому, сейчас сделали, на мой взгляд, совершенно ошибочный такой упор на лидерство, как они считают, лидерство в области искусственного интеллекта. Значит, они поверили в сказку о том, что искусственный интеллект — это магическая палочка-выручалочка, которая позволит им фактически всех засунуть за пояс немыслимым внедрением суперсовременных технологий. Ну, я не буду тратить время наше с вами на то, чтобы говорить о том, какая это глупость космическая. Я видел карту, я студентам лекцию читаю по этой карте. Значит, вся территория Соединенных Штатов должна быть покрыта новыми атомными станциями. Гигантские ресурсы энергетические должны быть вкачаны в этот искусственный интеллект. Но искусственный интеллект, он, кроме того, что ему нужно много воды и очень много электричества, ему нужны данные. Понимаете? Вот он как, знаете, у вас же есть собака, вы знаете, как она просит все время есть. Вот этот искусственный интеллект, он все время будет просить есть. Ему нужны все время новые данные. И если он не будет иметь доступа к мировым потокам данных, то ничего они не смогут сделать, никакого лидерства, не говоря уже о том, что само по себе определение лидерства в области искусственного интеллекта — это как бы оксюморон, потому что эта технология не может быть завершена, она будет всегда развиваться. И поэтому лидерство это может быть в каких-то областях, в каких-то особых приложениях. Кто-то найдет более умный способ использовать эти технологии в каких-то конкретных приложениях. Но нельзя быть лидером в области, как, знаете, лидер в производстве транзисторов. Но весь мир потом научился их производить. Ну и то же самое сейчас произойдет. Так вот, их политика самоизоляции, она обречена, потому что им обязательно нужно иметь доступ к потокам данных и в Европе, и в Азии. И потому что сейчас, когда начинается гонка, Китай же точно так же хочет доступ к таким же точно данным. Еще не проснулась Европа, но уже проснулась Япония. Здесь тоже создается своя инфраструктура, и как это японцы, чем они мне очень нравятся, они делают это втихаря. Они никому ничего не рассказывают, никаких публикаций и громогласных заявлений нет. Но потом оказывается, что правительство приняло новую стратегию развития искусственного интеллекта и кибербезопасности, вложило туда сумасшедшие деньги, и теперь, ребята, вперед, создавайте. А японцы умеют создавать, как вы знаете. Поэтому они еще тоже появятся сейчас на карте со своими продуктами, и я даже знаю, что у них уже есть свой собственный агент, которым они будут пользоваться. Они не будут пользоваться ни чатами, ни клодами, ни всеми Gemini, всеми прочими игроками. Они создали свой инструмент, на который перейдут. И не имейте сомнения, что этот инструмент будет непробиваемый для хакеров, потому что они как бы по-японски все это делают. Это все очень сложно. Вот, короче говоря, я хочу сказать, что я думаю, что стратегия, вот мы в Америке в безопасности, вы делаете что хотите, она не сработает. И выгодно ли им продолжение конфликтов? В каком-то смысле да, пока покупают их оружие, пока значит, они его умеют производить и технологическая база работает. Да, конечно, в этом плане это выгодно. Но, знаете, я не хочу, значит, переходить на логику конспирологических теорий, потому что конфликт означает уменьшение потребления. То есть чем больше люди воюют, тем в принципе у них меньше настроения покупать новые дома, машины там, и так далее. И это все то, что Соединенные Штаты собираются производить, они же не для внутреннего рынка собираются производить, они же не могут себя обеспечить как бы исключительно работая на внутренний рынок. Это у них 350 всего миллионов населения. Поэтому они хотят, чтобы у них мир покупал, и не только оружие. Но мир-то для этого должен быть в хорошем состоянии. У них должны быть деньги у людей и желание покупать. А если мы еще вспомним о том, что население стареет и уменьшается везде практически, то мы понимаем, что это, в общем, проблема.
сказать, что любой прогноз, основанный на односторонней позиции, какой-то на одном каком-то пункте, он не работает. Надо рассматривать комплекс вопросов безопасности, экономики. И вот что очень важно, и о чем практически никто не говорит, и я хочу на это обратить внимание. Мне кажется, что величие государства не только в том, сколько у него ядерных зарядов и насколько он способен эти ядерные заряды донести или какими-то пошлинами заставить другие страны подчиниться своим интересам. Мне кажется, что величие страны в том, что она умеет сформулировать видение, концепцию, стратегию будущего, и не только для себя, но для всего человечества. В этом Соединенные Штаты были сильны все время холодной войны, когда они говорили о либеральном мировом порядке, о правах человека, о том, что должна быть частная собственность, и она должна быть священна. То есть были принципы, которые были привлекательны для всех государств, которые находились либо в коммунистическом концлагере, либо для государств, которые развивались. Так или иначе, но был некий маяк. Сегодня этого маяка нет. Сегодня Америка одна, Китай то, что предлагает, во-первых, он врет, а во-вторых, он же предлагает коммунистический подход. Мы же это видим за красивыми словами о будущем, о человечестве, как там, общего будущего или там общей судьбы. Он показывает, какая у него общая судьба сейчас, как он в отношении Японии. Если в отношении Японии он так себя ведет, то что про всех других говорить? Поэтому вот это величие, оно должно быть продемонстрировано кем-то из гегемонов. Пока этого близко нет. И кто сможет сформулировать такую стратегию, которая будет таким новым, неким мерилом будущего величия, вот это очень интересный вопрос. Здесь комментарий хороший. Китай может выиграть массовостью и скоростью, США качеством интеграции. Победит тот, кто быстрее и дешевле масштабирует искусственный интеллект в бою. Вот. Такой есть позиция. Смотрите, у меня такой еще вопрос. Вы долго в Турции были, ну, вы же там послом были. 8 лет. Да, то есть вы прекрасно знаете эту страну, и она нам, ну, сосед, во-первых, во-вторых, сосед великий, то есть она превратилась в серьезную силу за последние 30 лет. Безусловно. И, собственно говоря, Турция тоже, вот, это еще один такой элемент вот этой вот мировой системы, адаптирующийся к этим всем новым реалиям. И мы видим, что Турция, она ведет очень интересную политику, потому что она старается одновременно со всеми иметь хорошие отношения и при этом умудряется, ну, как бы свои интересы задвигать все дальше и дальше. Дальше заходить в Африку, дальше заходить в Центральную Азию, при этом иметь неплохие отношения там и с Россией, которую они, мягко говоря, там не очень любят там на уровне, скажем так, исторической памяти. Вот. Терпеть не могут. Да, да. Вот. С другой стороны, с Китаем, с которым тоже как бы заигрывают, потому что там торговля и все такое, но Синьцзянь является особым таким местом для турков, и они эту линию ведут очень системно, насколько я наблюдаю за их внешней политикой. Со Штатами тоже мы видим как бы вот от любви до ненависти один шаг. Потому что большинство турков не любят Штаты, но при этом Турция десятилетиями со Штатами вела особую игру. И даже сейчас мы видим, как они отказываются от, значит, российских этих комплексов С-400, там, да, для того, чтобы дать соответствующий пас Штатам, с которыми у них там, при Эрдогане очень сложные отношения, там, начиная от, значит, господи, забыл этот в Пенсильвании, который умер недавно. Фетхулlah Гюлен. Да, Фетхулlah Гюлен, да, гюленисты. Начиная от гюленистов, которые были, ну, очень таким серьезной проблемой в отношениях, и заканчивая там ВПК там, или отношениями с Грецией, где Штаты тоже, как бы мы видим, что они играют с греками там свою игру, и которая очень раздражает серьезно турков. Вот как вы видите вот в этом мире фрагментированном вот такими вот региональными союзами,
Какой вы видите игру Турции? Потому что эта игра непосредственно нас касается. Я думаю, что они на нас очень серьезно смотрят. И у нас просто многие не понимают, насколько серьезными могут быть последствия для Украины и для стран Центральной Азии, Кавказа, Юго-Восточной Европы, то, что делают турки. Спасибо, это очень хороший и важный вопрос. Турция – это один из таких очень ярких образцов того, как страна практически на 150, если не на 200% использует свою географию, свою историю и свои, скажем так, демографические показатели и много других факторов для того, чтобы достигать национальных интересов. Действительно, уникальность Турции в том, что, ну, во-первых, это уже почти под 90 миллионов населения, оно растет. Это население молодое, страна мусульманская, поэтому детей они рожают с удовольствием, как бы это не проблема. При этом они держат Босфор, и это исключительно важно для всех. И существует конвенция Монтрео, которая ограничивает вход в Черное море военных кораблей других стран, и это дает возможность Турции как бы контролировать, чтобы ее никто не подвинул. При этом проигранных 17 войн России, у них, конечно, есть такая генетическая болезненная память об этом, то есть они не любят и боятся их. При этом сегодня, это другая Турция, особенно после, как они считают и справедливо, успешной борьбы с ИГИЛом в Сирии. И самое главное, это результат, которому у нас не придают, может быть, особого значения. Но то, что они помирились с курдами, ведь это больше 40 лет была непрерывные акты террора и насилия и так далее. И вдруг это все закончилось, и это исключительно важно для Турции, потому что это был очень большой раздражитель на ее восточных границах, отношения с Ираком, с Сирией и так далее. Сегодня этот вопрос решен. То, что русские ушли из Армении, потому что мало кто знает, что со стороны армяно-турецкой границы, со стороны Армении стоял российские пограничники, российский флаг. Теперь там этого нет. То есть после того, как Армения с Азербайджаном наконец худо-бедно решили проблему Карабаха, и Армения, и сейчас эти миротворцы оттуда убрались, я слышал такие вещи, что Турция собирается с Арменией вернуться к попытке нормализации отношений. С Азербайджаном у них, очевидно, стратегические отношения, как и с Туркменистаном, Казахстаном, то есть странами бывшего тюркского мира. Но они бы не были бы настолько уверенно бы не стояли на двух ногах. Ведь давайте мы сейчас поймем одну простую вещь. Только две страны мира находятся на двух континентах. Это Турция и Россия. И если вы хотите, чтобы это государство в силу этой геополитики своей, для того, чтобы оно стояло прочно на ногах, оно должно стоять прочно и в Европе, и в Азии. Но Россия свою европейскую ногу не то что прострелила, она ее ампутировала. И теперь этот колосс, он обязательно упадет. Мы это понимаем. Вопрос когда. Турция сначала тоже пошла, я это наблюдал, потому что когда я приехал, еще было Министерство европейской интеграции, шли переговоры о вступлении в ЕС, потом это все прекратилось, потом Эрдоган с ними поссорился. Но сегодня ситуация изменилась, потому что Эрдоган как бы начал выстраивать более такую взвешенную политику. И вот вы правильно сказали, когда он в 2016 году С-400 купил, американцы сказали, никаких F-35. И если когда-нибудь будет интересно, я могу подробно рассказать эту историю, потому что я как раз очень внимательно за этим всем следил. Вот. Сейчас они говорят русским, заберите обратно С-400, потому что мы хотим F-35. Это очень интересное развитие, потому что
Турция претендовала... В чем проблема? Не просто F-35 купить. Это не есть самоцель. Цель была в Турции сделать всемирный хаб по обслуживанию F-35. Представьте себе, сколько их летает от Японии до Португалии, и если бы в Турции был бы хаб по их ремонту. Это сумасшедшие деньги. Это участие в программах, которые технологически дали бы им возможность получить доступ к технологиям F-35. Потому что сами-то турки не могут самолеты строить. Кроме дронов, и то вопрос, кто их научил. Так вот, эта страна уникальна в этом плане. Она действительно умудрилась договориться и с японцами, и с корейцами, и с французами, и производит автомобили на своей территории. И как бы разное есть отношение к этому. То есть кто-то у нас покупает Toyota Auris и считает, что она японская, на самом деле она, конечно же, турецкая. Но это то, что они такую диверсификацию провели, но вы согласитесь, это мудрая просто политика. То есть это связывает их со странами, ну как бы они средние, но как бы и не самые такие уже и средние, да? И они создают серьезную заинтересованность этих стран в Турции. У них очень хорошие отношения с Японией, очень серьезные отношения. И у них, как вы понимаете, хотя во время там Первой мировой у них с Европой были все время какие-то склоки, но у них много французских слов в языке. И, пожалуйста, с Францией. И так далее. И они это все используют. А в Германии сколько миллионов турков? Вы же понимаете, что это сила. Вы уже с ними ничего не сделаете. Это реально огромнейшее. Это миллионы. Я последнюю цифру, я помню, это 3,5 миллиона. Это серьезные это избиратели, что хотите. То же самое в Болгарии, например, они имеют влияние и так далее. Что касательно нас. Турки никогда не признают Крым, потому что крымские турки – это их братья, это их кровь. И что бы Россия ни делала, и как бы она не хотела Турцию к себе привлечь, турки никогда не признают Крым российским. И это всегда будет политика такая, что Крым надо возвращать Украине, а потом отдавать крымским татарам, крымским туркам в том, чтобы это была их земля, их родина, в той или другой форме. Кроме того, они всегда будут поддерживать наше членство в НАТО. Почему? Потому что они хотят распределить ответственность. Когда ЕС вышел на берега Черного моря, это Болгария и Румыния, и все думали, что как бы НАТО тоже пришло на берега Черного моря, но ни у Болгарии, ни у Румынии нет флота вообще. У Украины флота как бы намечался, потом как бы Сагайдачный, я так понимаю, вышел из строя, потом у нас флота не стало, а теперь мы утопили Черноморский флот, за что турки нам, конечно, по гроб жизни благодарны. Но флот в перспективе-то у нас будет, мы же и фрегаты у них строим, правильно? То есть это же все звенья одной цепи. Нам очень выгодно с турками иметь хорошие отношения. И не просто хорошие, а у нас с ними, в общем-то, стратегическое партнерство. Это при мне в 2011 году подписали такую декларацию. И с тех пор мы разными способами пробуем это партнерство развивать. Уже, так сказать, оно зашло достаточно далеко. Но при этом, при всем, мы должны понимать, что турки никогда не кладут все яйца в одну корзину. Они всегда будут раскладывать в разные, и они признают Россию как авторитет и как мощное государство. Это ничего не значит в том плане, что они под них лягут. Никогда. Они будут получать там заказы, они будут с ними торговать, но они не пойдут им на попятную, потому что знают, что священная миссия России, если кто не знал, то скажу, вернуть, значит, Стамбулу историческое название Царьград. Понимаете? И перенести туда, Вселенский патриархат перенести в Москву. Они это знают, и поэтому они этого не допустят. У меня вот, я не помню, с кем там из моих гостей, с Куликом, по-моему, был такой тезис о том, что
нет, с Петром Кульпой, у меня был такой тезис, я вспомнил, о том, что я еще в свое время, в 2006 году написал статью, которая называлась «Что нам делать с Россией? Концепция двух осей». И я тогда говорил, что это было весной 2006 года, что конфликт с Россией уже экзистенциальный и война неизбежна, и поэтому нам необходимо развивать как бы две оси. Вот. Одна ось на север как бы через Беларусь на Турцию, и вторая ось, значит, получается от Германии, Польши и тоже на Турцию. То есть как бы у нас мы должны выходить как бы на юг, на вот этот вот, на глобальный, и Центральную Азию. И вот когда мы говорили относительно Германии в самом начале, как они сейчас через вот эти газовые совместные интересы выстраивают, по сути, вот такую вот ось, потому что они оказались отрезанными от российского сырья, которое давало им высокую маржинальность для их промышленности. И вот они просто жизненно как бы в этом заинтересованы. Им необходимо решить вопрос тем или иным способом. Будет этот газ американский, катарский или вот этот вот кипрский, как бы там, да, это вопрос, как будет развиваться их промышленность и, соответственно, как они будут себя чувствовать. Так вот, я думаю, что Украина и Польша, например, все вот эти разговоры по поводу Междуморья, они будут фейковыми до того момента, пока мы вообще не поймем всю вот эту кристаллическую решетку, в которой есть вот такие узловые крупные державы, с которыми необходимо увязывать интересы. Эти интересы сдерживают друг друга с одной стороны, а с другой стороны позволяют развиваться. И вот если мы как бы смогли бы выстроить вот такую вот согласованную игру с Румынией, с Польшей, с Германией, для того, чтобы выйти как бы через Турцию на страны залива, на Центральную Азию, на Кавказ, как бы, и получился бы вот такой вот сквозняк в сторону Китая, как бы там, да, который, с одной стороны, был бы альтернативой российскому пути, который китайцы попытались выстроить на Европу. Вот. А с другой стороны, можно было бы увязать массу интересных стран, ну, например, такие как Узбекистан, на Индию, на Иран выйти там, да, и тем самым вот максимализировать возможности, которые такая вот стабильная кристаллическая решетка дает. Как вы думаете, в принципе, какова перспектива вот выстроить вообще для Украины такую игру? Я понимаю, что в текущей ситуации она крайне сложна для правящего класса, потому что она требует огромных интеллектуальных усилий и воображения, а также просто системной работы, потому что вы как никто, я думаю, понимаете, что качественная, эффективная дипломатия, она требует просто сверхусилий и глубокой интеграции с правящими элитами страны, в которой находитесь, понимания реалий, языков там, и все такое. Вот. Но мне кажется, если мы вот не начнем простраивать туда, вот в том направлении нашу внешнюю политику, то мы всегда будем инвалидом, потому что мы себя просто отрезаем от растущих организмов, в том числе региональных союзов, которые там растут и будут расти, как мне кажется. Ну, я позволю себе высказать тогда, раз уж вы такой вопрос задали, высказать, так сказать, идею, которой я лично пришел к этому выводу. Я даже об этом где-то там упоминал в статьях тоже. Значит, мое мнение относительно того, что Украина должна найти свою, так сказать, свою союзническую среду среди тех стран, которые реально исторически, географически, экономически с нами связаны и могут быть в нас заинтересованы и так далее, заключается в следующем. В отличие от сегодняшнего видения Украины как чего-то между чем-то, то есть мы между Дикой Ордой и цивилизованным Западом. Мы даже, знаете, страна фронтира, то есть страна, которая всегда находится на границе, и, значит, по ней все кочевники топчутся, бегая туда-сюда. Это с точки зрения такого экзистенционального, это очень плохая позиция. Я бы видел ее сменить на создание некоего
пространство, вы правильно абсолютно сказали, только я вижу его начало в Скандинавии и его нижнее окончание как раз в Турции. Вы абсолютно верно, в нее должны войти, кроме скандинавских стран и Балтии, должны войти и Польша, и Болгария, и Румыния, и Турция. Германия может служить очень важным источником поддержки в этом плане, потому что она тоже государство, которое выходит на северные моря, и для них важно, чтобы там все было тихо и спокойно, плюс Британия. Исторически Британия и культура, и как хочешь, она связана со Скандинавией, и это опять же, это как бы историческая данность. Мы были всегда частью дороги из варяг в греки. И мы должны были бы понимать, что это, во-первых, это окружение, это те страны, которые точно понимают, что такое Россия. Они все с ней имели дело. Если вы будете говорить, что такое Россия с Испанией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и так далее, при всем том, что эти страны, конечно, нас там поддерживают, но у них нет мурашек по коже, которые бегают, когда вы вспоминаете, что такое Россия. У всех стран, которые находятся вот в этом поясе из варяг в греки, эти мурашки есть. Мы все знаем, с чем мы имеем дело, и мы все понимаем, что надежды на скорый распад России на много очень хороших и симпатичных и дружественных государств, они как бы, это перспектива как бы, ну, там, далекого будущего. Сегодня надо понимать, что Россия может спровоцировать Норвегию, высадившись на одном острове, она может спровоцировать через Беларусь, Польшу и пробивать наземный коридор в Калининград. Как бы мы ни говорили о том, что все это невозможно, это НАТО и так далее, мы тоже говорили, что невозможно представить себе то, что произошло 24 февраля 2022 года. Мы понимали, что какая-то война будет, но вот в таком виде, как это будет происходить, это вряд ли кто-то мог себе представить. Так вот, я бы видел такой союз вот в этом контексте. При этом обратите внимание, пожалуйста, что мы имеем дело, например, с Норвегией. Я уже не знаю, там уже давно за триллион фонд будущих поколений Норвегии существует. Они же отчисляют постоянно деньги от продажи своего газа и нефти. Точно та же самая Швеция, это очень мощные военные технологии. И она очень заинтересована в том, и она всегда была заинтересована в том, чтобы с нами поддерживать отношения. Вы обратите внимание, насколько по-дружески, насколько сильно они нас поддерживают. Так же, как Дания, так же, как Финляндия, ну, балтийские страны, само собой. Но те-то не были в СССР. Они знают, что такое Россия. И они знают, что мы, это как бы их кровиночка, понимаете? Поэтому с ними бы можно было бы говорить в таком цивилизационном плане, что не просто Триморье, а давайте будем строить реальный пояс безопасности для Европы. И мы, Украина, будем не потребителем безопасности вашей помощи, а мы готовы быть контрибьютором безопасности. Если у вас загорится, мы обязательно вам поможем. Потому что мы понимаем, это общее дело. И если мы это сможем перекинуть еще и на юг, Болгария, Румыния и Турция, то тогда я думаю, что такие мощные страны на всем пути, они как бы дадут нам возможность иметь реальные гарантии безопасности, потому что Соединенные Штаты далеко. Понимаете, они просто далеко. Это география. Даже при том, что они нам будут обещать вмешаться, для того, чтобы они вмешались, им требуется время, им требуются ресурсы, и при любых обстоятельствах это вмешательство будет ограничено. Но если мы будем иметь оборонный союз, который протянется не горизонтально, а вертикально, и это будет понятно, что эти страны сами по себе имеют опыт и не боятся, понимаете, не боятся России, потому что все знают, придут, вырежут. Финны не боятся, шведы не боятся, Норвегии точно не боятся, и Балтия, они сейчас просто всей Эстонии, 1,5 миллиона человек, они сейчас тренируются воевать, потому что они понимают, придут, вырежут, вот и все. Не надо никого убеждать ни в чем. И это было бы очень важным шагом,
И мне кажется, это был бы такой союз, который бы позволил, во всяком случае, решить вопрос безопасности. Если вопрос стоит о ресурсах, то для нас важнее всего это порты. Нам нужно торговать, нам нужно, чтобы была безопасное мореплавство. Поэтому нам нужна Турция как кровь из носа, для того, чтобы мы могли с ее помощью проходить Босфор спокойно и торговать. У нас нет другого способа, мы должны иметь выход в моря. Через Турцию выход на Центральную Азию, безусловно, облегчается многократно. И я вам могу сказать, что турецкие предприниматели, во всяком случае, пока я там работал, я уехал в 2016 году, уже довольно давно, но я думаю, что это только усилилось. Они всегда были готовы помочь нам своими связями, будучи как посредники, будем откровенны. Но с ними можно выстраивать отношения, потому что турки это прирожденные торговцы. Это те, кто всю жизнь жили на этом. И поэтому они с огромным удовольствием легко подняться, сесть в самолет, полететь в другую страну. Это вам не японцы. Это японцы очень осторожные. Турки намного более легки на подъем. И можно было бы в перспективе, после того, как мы обеспечим себе, во-первых, безопасность, во-вторых, мы отстроим, так сказать, государство, и тогда мы сможем проецировать какие-то положительные стратегии, месседжи и опыт на те страны, которые находятся, нам понятно, находятся еще в состоянии поиска. Я вам скажу, кстати, вы упомянули Узбекистан, так я вам скажу, очень интересная проявляется сейчас тенденция, просто необыкновенная, что ведь эти страны, все 5 бывших республик, это была китайская территория, однозначно. Но в прошлом году, мало того, что их пригласили в Вашингтон, и мало того, что там им все пообещали и красиво все рассказали, ведь после этого они были в Токио. И в Токио был очень такой важный прием Такаичи всех 5 президентов, особенно с Казахстаном. И вы видели, наверное, после этого вдруг Такаев позвонил Трампу. Давайте вспомним когда-нибудь в истории, было ли такое, что президент Казахстана звонил президенту Соединенных Штатов. Я что-то не припомню такого. И тут вдруг он позвонил. И Трамп пригласил его и президента Узбекистана, если я не ошибаюсь, но Казахстана точно, на G20. Вы думаете, это случайно? Это не случайно. Это борьба против Китая. То есть эти 5 республик, они сейчас их пытаются перевербовать, так сказать, в западный дух и дать им дополнительные возможности для развития и ресурсы, и для того, чтобы это не была территория, где Китай. Потому что если он их будет иметь, то посмотрите на карту, давайте просто мысленно прикинем, какая гигантская территория: Россия, Китай и еще 5 центральноазиатских республик. Это такая масса земли, воды и ресурсов, с которой очень тяжело будет справляться. По крайней мере, эту зону как-то держать более свободной. Это к чему? Это к тому, о чем мы с вами говорили. Страны, которые не могут претендовать на самостоятельную величие, какую-то глобальную политику, они должны искать правильные альянсы. Они должны искать правильных союзников. И вовремя это делать. И делать это очень четко, так, чтобы входить в такие отношения, которые им позволят достигать их национальных интересов, не сильно поступаясь своими какими-то принципами. И это в Центральной Азии, это одно из тех мест, где я сейчас вижу, где такой процесс будет происходить. Знаете, вы когда говорили о том, что у Турции сейчас население уже там под 90 миллионов, а может уже и за 90 миллионов, во всяком случае она до последнего момента демографически стремительно росла, хотя сейчас демография там уже фактически приближается к европейским показателям, когда там индекс фертильности 2,1, то есть на уровне воспроизводства, а я думаю, еще немножко пройдет, и курский фактор тоже начнет к нормальным показателям приближаться, потому что фактически сейчас
основную прибавку дают восточные регионы Турции, там, где много курдов. Но я так к чему веду? Что вот в условиях такой турбулентности, в которых сейчас находится мир, мы видим, что все стороны, они стараются закрыть свои рынки. Начинается игра в протекционизм. Она будет продолжаться, очевидно, какое-то время, пока не появится там какая-то другая модель глобализации. Потому что фактически можно говорить, что глобализация 2.0, она, ну вот в старом формате она уже свернута и дальше будет сворачиваться. Но потом рано или поздно все равно будет глобализация 3.0, там 4.0, там это вопрос времени, я думаю так. Но пока будет вот этот переходной период, который там может продлиться не один десяток лет, очевидно, что емкость экономики того или иного блока и вот такого регионального союза, она определяет устойчивость такого союза. И Украине неизбежно придется как бы вот думать о том, в каком она союзе. То, что показала эта война, она показала, что ну, НАТО нам не светит, это уже совершенно очевидно, потому что НАТО, можно сказать, оно не существует уже, это фикция, как бы, с учетом того, что делает Трамп. Это во-первых. Во-вторых, Евросоюз на самом деле, хотя они не отвергают там нашу перспективу на словах, там, да, и обещают какую-то перспективу в будущем, но я очень боюсь, что, а может даже не боюсь, что нам светит турецкий путь. Вот когда там туркам обещали, что вы будете в Евросоюзе, вот, а ВОЗ, как говорится, и ныне там, хотя они там приняли таможенный союз, и это, в принципе, позволило им решить часть своих проблем, и строительство автозаводов, той же самой Toyota, было в том числе связано с тем, что японцы таким образом выходили на европейский рынок, они в длинную стратегию играли, и турки играли, и японцы играли. Так вот, у меня вот давно уже есть такие соображения, что а не подумать ли нам о Черноморском союзе? Потому что, вот, условно говоря, страны Кавказа, Турция, да, Украина, ну, это уже рынок там где-то под 150 миллионов человек. И, в общем-то, у нас масса взаимных интересов. И не только по логистике, но и там по самым различным товарным позициям. И с учетом кризиса Евросоюза, с учетом его как бы фрагментации, возможно, я думаю, что они от этого тоже как бы не уйдут. Та же Румыния, та же Болгария и та же Польша, вполне возможно, они смогут как бы быть заинтересованы тоже как бы в такой кооперации, потому что в Польше уже порядка 20-25% населения выступает за выход из Европейского Союза. Там начинается как бы центробежный как бы процесс, поскольку поляки понимают, что Германия уже не будет так щедро финансировать инфраструктурные проекты, как это было, а немецкий капитал тоже сейчас будет прижимист, потому что им необходима своя внутренняя как бы перестройка такая, которая позволит вообще на коне остаться, потому что Германия явно проиграла сейчас технологическую гонку и США, и Китаю. Вот. Вот как вы думаете, перспектива вот такого вот Черноморского союза, ну, который на самом деле бы за рамки выходил бы Черного моря в перспективе, да, вот насколько бы мы могли реализовать такую игру? Ну, во-первых, это уже как бы идея, которая была реализована в виде двух региональных организаций, ОЧЕС, да, и ГУАМ. И ни та, не сработали. ОЧЕС не сработала, потому что там всегда, поскольку там Россия, то, естественно, ничего там продвинуть интеграционного невозможно, потому что всегда, когда что-либо, в чем Россия не заинтересована, она это блокировала. Причем она это делала очень мощно. Потом там присутствовал такой фактор, который назывался Армения-Азербайджан. Что бы Армения не предложила, Азербайджан против. Потом там были другие факторы, связанные с балканскими странами, которые туда тоже вошли. Короче говоря, организация, имея очень большой потенциал, единственная на сегодняшний день структура, которую они породили и которая работает, это Черноморский банк торговли и развития, ЧБТР. И, кстати, он получил от японцев ресурсы для Украины и работает в этом. То есть здесь было подписание договора между японским банком Джебиком и ЧБТРом для выделения кредитных ресурсов для Украины. Но это единственная структура, которая фактически работает. Все остальное, оно не работает. ГУАМ, штаб-квартира в Украине, на Майдане,
наверное, вы знаете. И то же самое, при том, что много лет мы предпринимали, мы, это Украина, я имею в виду, предпринимали серьезные усилия по тому, чтобы раскачать это, но, опять же, оно не получилось. Сейчас оно не получается, оно не получалось по разным причинам, но сейчас оно не получается по Грузии. Потому что Грузия, как вы знаете, у них сейчас правительство, какую он политику проводит, и на это закрывать глаза нельзя. В чем проблема? Почему ЧБТР, почему ОЧС и ГУАМ, почему Черноморский союз, несмотря на теоретические всякие попытки, не случился? Потому что нет лидера, нет того, кто будет вести это все. Как в Европе это Германия, Франция, Италия. Так нужно было бы, чтобы кто-то был в регионе Черного моря. Турция могла бы быть таким лидером, если бы все остальные на это согласились. Но если там Армения, то она не согласится. А Россия, конечно, не согласится. Поэтому тут есть как бы нюансы. Потому что нужно входить в союз с богатыми странами, со странами мощными, которые никого не спрашивают и которые имеют ресурсы для реализации своих национальных интересов за своими усилиями. А если мы все, кто требует помощи и поддержки внешне, пытаемся объединиться, мы просто из одного просителя станем большим просителем. Турция не может быть таким спонсором, она может помогать, она может инвестировать в это, она в этом заинтересована. Кстати, хочу вам привести пример. Я много лет занимался ОЧС, работая в МИДе, в экономическом департаменте, и если я сейчас пытаюсь вспомнить, в каком это году было, по-моему, это был 2007 год или 2008, и саммит ОЧС проходил в Москве. И я ездил в Москву готовить это, и тогда приехал, по-моему, это был первый замминистра Чалы Александр Александрович, он приехал как бы представлять Украину, если я ничего не путаю. Но важно то, что мы сидели, готовили этот саммит, и русские, которые председательствовали, почему в Москву? Потому что они тогда председательствовали в ОЧС. Они распространили карту среди всех участников заседания. Карта, она такого проекта сети портов, черноморских портов и транспортных маршрутов между ними, которые они видели как стратегическую цель развития вообще вот в рамках организации. Там были все порты, которые вы на Черном море знаете. Кроме одного. Знаете какого? Догадайтесь. Кроме Одессы. Угу. То есть я когда увидел, я говорю, у меня вопрос. Как вы умудрились? Вот как это у вас получилось? Просто интересно. Вы поставили все, Констанца, Варна, там какие-то Трабзон в Турции, там, ясное дело, российские порты. Как вы умудрились Одессу забыть? Вот я теперь сейчас я задаю себе вопрос, вспоминая тот случай. Они извинились, сказали, мы просто забыли. Это случайность. А вот сейчас я думаю, что это была не случайность. Понимаете? Вот до такой степени в их башке сидело, что нас там не должно быть даже в теории, даже вот в этих таких проектах. Это я к тому, что вот такой союз без России, как бы, ну то есть это надо подумать, как это все будет выглядеть. Но мне кажется, нужно все-таки искать более таких мощных союзников, если мы входим в какие-либо союзы, которые могут реально помогать ресурсами и показывать, как нужно строить какую-то политику, как надо строить энергетическую политику, почему, чтобы шведы объяснили нам, почему Стокгольм весь отапливается тепловыми насосами и не тратит практически ресурсов, и почему тепловые насосы никак не удается поставить в Украине, хотя все условия для этого существуют. Я-то знаю ответ на этот вопрос, но хорошо бы, чтобы вот они нам рассказали. У них много таких заготовок, потому что это северные страны, они холодные, все дорого, это не дешевые страны, но они экономику в хорошем состоянии и социальную сферу, что важно. Поэтому нам бы очень не мешало у них учиться.
у других стран черноморских, ну, меньше есть чему учиться. Но все-таки коридор Балто-Черноморский мне нравится, и даже Скандинаво-Черноморский мне нравится больше. Ну, просто моя логика такая, что такое объединение, оно получает эмерджентные свойства, то есть свойства, которых нет у частного. Сама по себе страна не имеет тех свойств, которые появляются, когда появляется как бы общее пространство, потому что и для Японии, и для других крупных игроков, там, да, и европейских, не знаю, для американцев, для Великобритании, для кого угодно, когда они понимают, что там действует, условно говоря, общее таможенное пространство, как бы какая-то общая политика безопасности там, и так далее, что ты не просто получаешь доступ там, к ресурсу, ты получаешь доступ к чему-то большему, ты получаешь, емкость рынка начнет расти, вот, защищаться проще там, и так далее. И я согласен с тем, что ну, без севера никуда не денешься, без севера Европы. Именно поэтому я в 2006 году писал, что вот концепция двух осей, что север-юг, и мы обязательно через Беларусь на Балтию и туда дальше, как бы на Скандинавию выходим. И из варяг в реке не случайно появилась там в свое время, там, да, и они к арабам ходили. Вот. Поэтому... Юрий, смотрите, у нас есть соглашение о свободной торговле с Турцией, и у нас есть соглашение о свободной торговле с ЕС. Фактически мы находимся уже в рамках некоего свободного экономического пространства. Вопрос в политике, понимаете? Вот я упомянул, что турки смогли на своей территории разместить производство автомобильных всяческих разных стран. Я очень много говорил с автопроизводителями, в том числе японскими, и я им говорил, ну хорошо, вы производите некоторые модели Toyota в Турции, почему бы вам не построить заводы, производство у них очень симпатичные, просто потрясающие маленькие такие японские автобусики с дверями, которые, знаете, отъезжают в бок, не открываются, как обычно, отъезжают в бок. И у них много таких машин с дополнительными приспособлениями, на которых могут ездить пожилые люди, которым тяжело садиться за руль или которые имеют какие-то проблемы. У нас, мы понимаем, что у нас какое количество людей у нас с ампутированными конечностями, сколько людей будут, которым будут нужны вот эти дополнительные, в этих маленьких симпатичных машинах у них литровый двигатель, они не потребляют очень много топлива, они очень экономичны и так далее, и они очень надежны. Я им говорю, давайте постройте у нас огромнейший рынок, мы такое количество машин для себя будем производить, что вам все окупится. А они мне в обмен спросили, какая у нас политика в области вообще, так сказать, рынка, работы на рынке автомобилей. И рассказали мне, какое количество мы покупаем секонд-хенда из Европы. Это было еще до войны. Это не для войны, это для, ну, вы знаете для чего. Значит, перегоняли, значит, эти Porsche за $500 купленные. Вот. И это одно. А второе, это какая вы сейчас, это вообще, так сказать, извините, как позор, когда у нас первое место по количеству проданных автомобилей китайцы. Отлично, молодцы. Я ничего не могу сказать. Китайцы молодцы. У меня, знаете, это наша политика. У меня, знаете, какая была мысль? Я тоже где-то с 2006 года ее развивал и буду дальше развивать, что нам необходимо делать в Бессарабии, вот на юге, вообще большой такой производственный кластер и столицу туда переносить, как бы там сделать новую, вообще как бы такой глобальный город, где не в Одессе делать, а в самой Бессарабии, там, чтобы с нуля все построить. Почему с нуля? Потому что надо сделать сразу все в рамках новых технологий. И вот у меня уже тогда были на Японию особые виды, потому что надо продавать не просто там сборку какую-то, а надо продавать сразу место в новом укладе. У японцев в водороде, например, в автомобилях, они опережают всех. И, соответственно, с японцами я бы договорился о том, что вы, например, всю инфраструктуру вот в новых городах водородную вы затачиваете как бы под свои вот эти вот автомобили. Соответственно, производство водорода, соответственно, производство таких автомобилей, соответственно, их обслуживание. Это сразу все как бы дает тебе огромный полигон и огромный пилот. Весь мир будет смотреть, как это работает.
И, соответственно, дальше это можно будет масштабировать на Европу и двигаться как бы уже с опорой как бы вот от этой территории. И мы бы тогда и привлекли деньги, и привлекли бы технологию, и у нас бы была бы просто долгосрочная связка, потому что ну, все бы понимали, в чем их выгода. А мы бы еще и по ходу кучи технологий как бы научились и получили бы их. Это правильная мысль. Можно водородную вещь, можно японские новые батареи. Я даже боюсь называть цифры, потому что я еще должен убедиться, что это правда. Потому что если это правда, то, что о них говорят, что они сделали не литиевые батареи, а другие, которые ну, обладают фантастическими результатами абсолютно. Если это правда, то мы забудем уже о литии, потому что это будут совсем другие. Можно было бы, вы абсолютно правильно говорите, то есть надо создавать как бы новую территорию, новую зону, открывать. Там можно строить порт, там есть Дунай, можно строить туда логистику. То есть можно говорить о том, что мы серьезно видим, я же вам, вот это, об этом и речь, что дайте, покажите стратегический приоритет и покажите другим, той стране, с которой вы хотите работать, что вы реально понимаете, что у нее есть интересы, а вы даете ей стратегическую возможность, которая закрывает какой-то рынок, которая закрывает какую-то серьезнейшую нишу, показать, что у нас тоже есть мозги, и мы тоже готовы быть контрибьютором в это все. Это не просто так, что вы пришли, построили, забором колючим обнесли, там работают ваши роботы на вас же, а мы в стороне. Мы готовы перемещать. Знаете, как мне удивительно было услышать от главы Apple, Тима Кука, который сказал, что вы думаете, что мы производим Apple в Китае, потому что там дешевая рабочая сила. Это неправда. Говорит, там уже рабочая сила не дешевая. Но он говорит, правда в том, что она есть. Где бы мы ни решили построить завод, там немедленно возникнет инфраструктура, и там появится сила рабочая. Потому что они понимают, что это надо, как бы, есть инвестиции, которые приходят снаружи, а есть инвестиции, которые поддерживают внешние инвестиции внутренними. То есть создаются условия для того, чтобы рабочие силы перемещались и как бы поддерживали то, что вкладывается снаружи. Не просто так. Маск построил под Шанхаем, значит, гигантский завод Теслы. Ведь нашлась рабочая сила, которая там будет работать. А это что? Они китайцы родились, они что ли на сборке электромобилей? То есть вот эти вопросы, которые показывают стратегическое мышление. И мы бы могли, кстати, там же в Бессарабии, вот вы сказали про автомобили, это хорошая мысль. Но не менее серьезнейшая мысль – это привлечь японцев к нашему сельскому хозяйству. Понимаете, у нас на юге можно выращивать тот же самый виноград, который и так выращивается. Но если мы начнем выращивать виноград, я даже вам передать не могу, у меня нету эпитетов, я таких не знаю ни в одном языке, чтобы описать его вкус, который они производят. И этот виноград очень дорогой, но он настолько вкусный, что его покупают во всем мире. Там гроздь может стоить $8 одна, но она очень, это вкус просто немыслимый. И если бы мы дали им возможность вот на те южные земли, ну вода нужна, конечно, но опять же, при соответствующих технологиях можно обеспечить водой регион, море рядом, и в конечном итоге создать даже более широкую зону, которая включает не только производство автомобилей, например, но и производство японской клубники божественного вкуса, японского винограда, японских персиков. Это невероятно, понимаете? Я никогда не думал, что можно создать эти продукты с таким вкусом и такого качества. Они это умеют делать, потому что генетика, потому что удобрения и потому что правильное решение. Ничего, нет никакой космической науки. Но просто надо знать, как это делать. Они это делают. И более того, я вам скажу, они заинтересованы в этом. Потому что вести эти продукты на европейский рынок отсюда очень тяжело. А из Украины очень близко. И можно было бы это все делать. Понимаете, на кораблик поместил, и через пару дней это вы продаете. И вот такие вещи в комплексе, они бы могли быть для них интересны. Но они должны основываться на том, что мы им говорим. Земли, которые мы вам предлагаем осваивать, они точно чисты от всяческих коррупционных
деталей, они ни в судах не заложены, они никем там не перепроданы. Вот берите, заходите, берите украинских бизнесменов в партнеры и вперед. Вот все, что требуется. Должна быть политика, которая покажет, что мы, как государство Украина, мы понимаем интересы инвестора и готовы ему реально помогать. Не с помощью, ну, вы знаете, каких механизмов, вот, а с помощью, так сказать, нормальной, честного партнерства и честного взаимодействия. Потому что японцы на коррупцию не пойдут никогда. Ни на какие схемы, ни на какие эти вещи. Для них позор позорный – это попасть в историю и потом судиться или, не дай Боже, еще где-то. Это только мелкие жулики могут на это попасться. Серьезные инвесторы никогда в жизни на это не пойдут. Давайте коснемся Штатов и наших вот отношений, ну, в контексте того, что происходит с Россией и как бы переговоры по поводу мира. Вот Зеленский завтра должен с Трампом встречаться. Трамп там уже говорит, что ждет окончательной сделки. Ну и, собственно говоря, мы видим, как нас к ней принуждают, потому что, с одной стороны, Россия играет кроваво в сегодняшний удар. На Киев нужно рассматривать сквозь призму именно переговорного процесса, вы должны это все четко, я думаю, понимать. И, с другой стороны, НАБУ заходит там в правительственный квартал там и создают соответствующий фонд к визиту Зеленского. И, ну, собственно говоря, я думаю, что сейчас у многих спали как бы розовые очки и на Штаты, и на Европу, как бы там вот, которые были в свое время, там 20 лет назад, 15, да, даже 5 лет назад еще у многих эти розовые очки были. И, ну, собственно говоря, вот как вы видите отношения со Штатами? Вот как вы видите вообще игру Штатов сквозь вот эту вот призму их отхода из Европы, как бы, да, отхода частично с Восточной Азии для вот этого вот переформатирования, которое, мы не знаем, будет успешным, не будет успешным, я с вами согласен, риски у Штатов огромные, а ничто не говорит о том, что у них филигранная игра. То есть на уровне стратегии, я понимаю, что это можно было бы реализовать, но мы видим, что это не филигранная игра, то есть она проводится такими медвежьими какими-то хватками, что, ну, просто волосы дыбом встают, как вообще можно совершать такие глупости, а за год они сделали их очень много. Вот. Соответственно, вот как вам видится, в том числе сквозь призму их стратегии национальной безопасности, потому что Украина там упоминается. Украина там упоминается едва ли даже не больше, чем Россия, потому что Россию обошли вообще стороной. Она там появилась в контексте этой Южной Америки, ее там вспомнили, в контексте Украины там вот это, про этот кризис. Ну и, собственно говоря, все, как будто вот она, ну, она не является какой-то там величиной значимой. А Китай там все, и пошла Европа как зона особых интересов, но при этом Европа сама должна быть субъектной. Вот как вы видите наши отношения со Штатами и Европой в этом контексте, наверное, тоже? Это самый тяжелый вопрос, который, конечно, рассматривать очень осторожно, потому что, с одной стороны, сегодня, имея в виду вот именно этот ужас, который происходит каждую ночь, уже на протяжении, ну, точно, уже, наверное, 2 лет, да, то есть это беспрерывный какой-то кошмар, который невозможно остановить никаким способом, получается. Соединенные Штаты являются единственной силой, которые бы могли это сделать. Вопрос в том, почему они этого не делают, и если они хотят все-таки результат получить, то какой ценой они пытаются этот результат достичь. Мне кажется, что тот план, который был обнародован, и я, конечно же, как и все, его внимательно прочитал, он, мне кажется, является максимально возможным на данном этапе. И я снимаю шляпу перед коллегами, кто вел переговоры. Я думаю, что он, конечно же, нам не нравится во многих пунктах. Очень много деталей нужно уточнять, чтобы понимать все-таки, о чем идет речь. Слишком расплытые формулировки пока там существуют. Но реально достичь даже такого результата было тяжело. Вопрос в том, что
значит, его не примет Российская Федерация. И если она его не примет, то будут ли какие-то дальнейшие шаги? Поскольку на этих качелях мы раскачиваемся весь 25 год, и это уже не первый раз такая ситуация возникает, то мы понимаем, что мы сейчас, скорее всего, достигнем некоего соглашения с Трампом. Я думаю, что какая-то есть раз Зеленский принял еще раз с ним встречаться и еще раз с ним обсуждать. Наверное, это правильно в том плане, что нужно поднять уровень обсуждения до первых лиц, а не иметь дело с риэлторами. То надо, конечно, вот увидеть, так сказать, попытаться еще раз и еще раз объяснить, что приемлемо, что неприемлемо. Поэтому это очень тяжело, потому что Трамп человек настроения. Трамп, скорее всего, наши заботы являются раздражителем, но он не готов посвятить этому 24 часа в сутки и все время этим заниматься. Ему бы хотелось простых, красивых решений, значит, в имении имени Трампа, на бумаге, значит, имени Трампа, ручкой имени Трампа будет подписано некое соглашение, которое ему, наконец, даст его любимую Нобелевскую премию мира. Я думаю, что в такой конструкции вряд ли стоит ожидать, что прямо вот завтра, там, послезавтра будет прорыв. Но, скорее всего, нам удастся перекинуть мяч на поле России. Насколько я понимаю, ситуация в России сложная. Что бы они ни говорили, как бы они ни говорили, там действительно экономические проблемы. И они бы, может быть, и согласились бы на определенные пункты, но я все равно должен увидеть, я бы понимал, что у Путина есть какая-то серьезная обеспокоенность в соответствии с последствиями. Я не вижу этой обеспокоенности. То, что мне известно, что закупки российской нефти, во всяком случае Индии, возобновились, Китай их и не прекращал. Да, цены там скачут, то лучше, то хуже, но на самом деле того, чего бы мы хотели, не произошло. Более того, как мы видим, мы получаем все новые информацию относительно того, как Китай помогает России. Мы, поскольку с самого начала не смогли, может быть, правильно поставить себе цели, и мы не оказались в положении, что мы можем получать из разных источников важную для нас информацию, скажем так, спутники и так далее, мы зависим все равно от Соединенных Штатов, то мы не можем себе позволить роскошь не прислушиваться к тому, что они говорят. Эта ситуация, она как бы не есть нашим выбором. Мы вынуждены это делать, и Соединенные Штаты не могут нас тоже бросить, потому что слишком большой политический капитал был вложен в Украину членами Конгресса, и это в первую очередь важно, потому что как бы чиновники администрации Байдена, они ушли, и я хочу верить, что Джек Салливан с утра до вечера жалеет о том, что он творил. Вот как Клинтон теперь рассказывает, как он жалеет, что заставил нас подписать Будапештский меморандум. Я думаю, что когда-нибудь мы услышим такие же слезы от Салливана. Но Бог с ним. Важно то, что сегодня мы должны понимать, все зависит от одного человека. Это человек Трамп. И если мы чувствуем, как надо с ним разговаривать, то это нужно делать обязательно. И показать ему, что никакого желания к миру со стороны русских нет, несмотря там какие-то заявления были, что мы в принципе готовы, там, но мы все равно хотим там вернуться к 2021 году, то они к Стамбулу вернутся, то к 2021 году, то еще какую-то чушь. Мы это все понимаем, что все чиновники, которые это озвучивают, кроме Путина, они ничего не понимают в том, что хочет Путин. Он знает, что он хочет. Ему война нужна дальше.
он не может уйти без того, чтобы объявить громогласно о победе. Его громогласная победа означает наше громогласное поражение. Поэтому я не понимаю, как мы можем заставить его согласиться на мирный план. При этом работать над мирным планом, безусловно, нужно. Мы обязаны показывать всем партнерам, что мы готовы. И правильная политика привлекать европейцев. Правильно, что они будут в курсе. Но европейцы на Трампа не повлияют. Никак. Понимаете? Мы все-таки должны бы... Я, знаете, вот когда размышлял вот перед нашим эфиром о том, как вот большие государства взаимодействуют, и подумал, а какие есть примеры маленьких государств. И вот мне такой вот списочек пришел в голову. Ну ладно, мы там оставим Северную Корею. Но мы понимаем, Израиль. Давайте вспомним, например, Исландию. Знаете ли вы, что в 50-х годах, значит, Исландия вела тресковые войны с Британией и победила в войнах. Да. Понимаете? Она отстояла свои интересы, хотя Британия очень даже военные корабли туда посылала. Ну, что такое Исландия, что такое Британия, мы же понимаем. Но они это сделали. Мы понимаем, что, например, свое место под солнцем в свое время нашел Сингапур. Тоже он выделялся из Малайзии. Но Малайзия что? Вот просто так согласилась радостно, ну давайте уходите, знаете, вы мне надоели. И потерять крупнейший и важнейший порт. Но ведь были определенные договоренности с заинтересованными сторонами, и Сингапур не постеснялся, будучи страной индийско-малазийско-китайской, принять английский язык как государственный. Ну, например, это как один из примеров. Мы просто не часто об этом говорим, но я-то с сингапурскими послами еще в Турции дружил, и здесь дружу. И понимаете, это очень интересно. Ведь британцы были колонизаторами и Индии, и Китая. И при этом у них английский язык, ничего страшного с ними не происходит. Понимаете? Как бы они нашли вот это вот какую-то свою точку зрения. Дания в свое время, она что, самая крупная страна или самая населенная? Но она полазии, значит, сумела, ну не то что бить, но точно там тут выпасаться на азийских ресурсах. Ведь эти примеры, они говорят нам о том, что маленькие страны, они в принципе тоже могут найти, если правильно найдут баланс. И вот для нас это очень важно. Мы однозначно и бесповоротно идем в союз с Соединенными Штатами. Тогда надо понимать, какие последствия будут. Потому что Соединенные Штаты, особенно в нынешней их инкарнации, они за поддержку будут требовать плату. Понимаете? Мы должны понимать, это будет. Счет будет выставлен. И готовы ли мы этот счет платить? Или все-таки мы должны вот учесть опыт той же Японии, той же Кореи Южной и того же Израиля, и все-таки понимать, что мы должны иметь свою стратегию, свое видение и просить конкретную помощь только в той части, которая нам важна. Но сейчас ситуация, конечно, ну, я говорю о теоретическом идеальном варианте. Сегодня на него переключиться, наверное, ну, чисто реалистически я не думаю. Соединенные Штаты важнейшее государство. Мы обязаны с ними иметь очень тесные отношения по огромному количеству вопросов. Но при этом мы должны понимать, что для Соединенных Штатов Соединенные Штаты прежде всего. Это можно написать, значит, большими знаками на всех столбах, которые ведут к Вашингтону. Давайте последний вопрос, который, думаю, интересует всех. Ну вот конкретно вы видите перспективы заключения мирной сделки вот этой вот ну, если не завтра, там завтра вряд ли, но уже в следующем году? Я, честно говоря, думаю, что эта история будет продолжена. Я думаю, что сейчас мы действительно ближе, чем когда бы то ни было, к некоему такому фреймворку того, что могло бы быть основой для дальнейшего. Там есть элементы, которые как бы интересно выглядят. Ну вот свободная экономическая зона там где-то, какие-то промежуточные этапы, значит, отвода там войск и так далее. То есть это как бы это интересно. Но то, что я очень бы хотел сказать, что я надеюсь, что это случится. Я думаю, что на данном этапе
вряд ли это случится. Скорее всего, на данном этапе нам удастся объяснить Трампу, в чем полагается наша позиция, и дальше мяч полетит опять в сторону Путина. Собственно говоря, они как бы уже, и, я так понимаю, рассматривают этот план. Я думаю, что между ними и американцами идет коммуникация, то есть о которой мы, может быть, и не сильно подозреваем, но она идет. И я думаю, что идет очень серьезная торговля. Разговоры про майнинг биткоинов или там каких-то других криптовалют на Запорожской АЭС, они же просто так в эфир не вбрасываются. И никем не опровергаются, кстати, после вбрасывания. Как это может быть с точки зрения международного права, а именно инструкции МАГАТЭ, я себе не представляю. Это какая-то, извините, ахинея. Поэтому, понимаете, ответить на ваш вопрос однозначно, ну, это просто нереально. Столько абсолютно непостижимых вещей одновременно в эфире и одновременно обсуждаются вроде бы, что трудно представить, что это, знаете, в один момент ляжет на стол, и вы увидите пазл, который сложился, и там Мона Лиза. Вот. Я думаю, что этот пазл сложится, но он будет напоминать скорее картину Пикассо. Сергей, большое спасибо вам. Вот я получил, ну, традиционно, вот истинное интеллектуальное удовольствие, так же, вот, как и вся наша аудитория, такое, тем более, что это перед Новым годом, от вашей глубины, лаконичности и последовательности вот, в разворачивании мысли. Поэтому я желаю вам всего самого наилучшего в новом году и надеюсь, что мы продолжим вот наше интеллектуальное, так сказать, сотрудничество. Мне было все очень интересно слушать и слышать. Взаимно. Спасибо, спасибо, Юрий, за приглашение. Спасибо, мира всем. Нового года. Давайте мы все равно не будем терять надежды и все равно будем работать вместе. Мы сами четко понимали, что мы хотим и как мы можем достичь этого самого мира. Так что спасибо, счастливо и до встречи в Новом году. Да. Всего хорошего вам. До свидания. Друзья, у нас через час, ну, чуть меньше, будет эфир, который будет называться «Украина-2026. Стратегия победы». Будут такие дебаты, диспут Виктора Куртьева и Андрея Длигача. Я думаю, что это будет очень интересный эфир. Поэтому не забудьте его включить через 45 минут. Вот, мы пока попьем чайку, потому что что-то холодновато у нас без отопления. Вот, поэтому подготовимся тоже. Вот, держитесь. Всем спасибо за... Я практически не задавал ваши вопросы, потому что, ну, вы видели, у нас так, ну, мы очень динамично шли с нашим гостем, и хотелось просто вот максимум глубоких тезисов из него взять. Поэтому в следующий раз уже, на следующем эфире я буду более внимателен, потому что будет больше времени, и я смогу развернуть и ваши вопросы в том числе. Все, на этом заканчиваем. Через 45 минут включаемся. Жду вас, обнимаем, целуем, пока.